Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим 15 июля. Поговорим, что это за такой особенный день, когда любая женщина могла обратиться к Берегине с просьбами, чтобы она помогла в любви, в семейных отношениях, а также оказала помощь в привлечении здоровья и удачи, что нельзя ни в коем сегодня случае делать. И еще дадим определенные советы и рекомендации на 15 июля. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть как много больше узнают людей эту важную и ценную информацию. 15 июля все мы с вами будем отмечать народный праздник Берегиня. В православном календаре церковном это день почитания памяти святителя Фатия, митрополита Киевского и всея Руси. Другие названия праздника 15 июля. Сырая Богородица, Сырная Богородица, Фатий и День Петровой Матки. Также 15 июля празднуют положение честной ризы Пресвятой Богородицы. И перед Успением Богородица подарила свою ризу, по-другому называется пояс благочестивой девицы и завещала, чтобы она из поколения в поколение передавала эту ризу девицам своего рода. И по повелению императора Льва I Великого святыню перевезли в Константинополь и в 458 году поместили во Влахерне, воздвигнутом храме в честь Божьей Матери. А наши предки в этот день чествовали Берегиню. Это было великое славянское божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли. Считалось, что она выглядит как белоствольная береза. Поэтому в этот день девушки ходили в лес поклониться этому дереву и попросить счастья и любви. Со временем Берегиню стали считать защитницей от русалок, от мавок, а также других жителей Нави, обитающих в водоемах. Берегиня помогала рыбакам наловить побольше рыбы, а также защищала их. Она заботилась о посевах, орошая росой посаженное. Также Берегиня не давала утонуть деткам, которые летом постоянно купались в реках и озерах. Берегиня оберегала и тех, чьи дома были расположены у берегов, за что люди ей давали подарки, несли к рекам хлеб, которым кормили птиц и рыб. К Берегине особенно часто обращались в период созревания урожая и особенно хлеба, что показывает принадлежность богини к верховным покровителям человеческого рода. Изначально само слово «берегиня» имело общий корень со словом «беречь», и лишь намного позже его стали связывать со словом «берег», таким образом превратив Берегиню в некое подобие славянской русалки. Но если западноевропейские русалки больше относились к нечисти, то славянские Берегини олицетворяли силы природы, и отношение к человеку зависело от отношения самого человека ко всему живому. Добрых людей берегини оберегали от козней водяного и чертей. А вот если человек был злым и в особенности наносил вред природе, то и берегини отвечали тем же. Портили посевы, насылали на человека беды, заманивали в омуты. По народному поверью, если русалки рождались в воде, то в берегинь превращались умершие просватанные девушки, которые так и не вышли замуж. Берегини, в отличие от русалок, могли жить не только в воде, но и на земле, предпочитая глухие лесные чащи. 15 июля было принято выносить на луга вышитые рушники, расстилать их по влажной от росы траве, а после обтирать ими лица. Считаю, что это принесет человеку здоровье и силу. После такой процедуры рушники вывешивались на просушку на березах, чтобы деревья могли поделиться своей силой с
тканью. Потом такие рушники использовались в различных народных ритуалах, например, при сватовстве или на свадьбе, для того, чтобы молодых никто не сглазил, а их совместная жизнь была счастливой. По народной традиции 15 июля высаживали у дома белоствольную березку, чтобы она оберегала дом от нечистой силы. В этот день также занимались сбором лекарственных трав, поскольку они обладали особой целебной силой. Знахари 15 июля снимали порчу из глаз, читали определенные заговоры на богатство в доме. Очистительные и омолаживающие процедуры, проведенные именно сегодня, будут особенно полезны для организма. Сон с 14 на 15 июля считался вещим и исполнится скоро, но не полностью, а вот сновидение, увиденное именно днем 15 июля, будет пустое. О том, что вам приснилось в этот период, не нужно никому не рассказывать. Обращаем ваше внимание, что в этот день лучше не лениться. Считается, что хорошо потрудившись в этот день, вы получите удачу и благосклонность судьбы. Поэтому в день Берегини стоит сделать как можно больше полезных дел. Сегодня нельзя было конфликтовать. В этот день стоит избегать ссор и разногласий, поскольку Берегиня не поощряет конфликты и споры между людьми. В этот день не стоит и менять место жительства, переезды и длительные поездки стоит отложить на другой день. Считается, что резкая смена обстановки 15 июля может навлечь неудачу в финансовых и карьерных делах, а также спровоцировать проблемы со здоровьем. 15 июля, друзья, это была все-таки особенная дата у наших предков. И в этот день женщины обращались к Берегине с особыми просьбами, чтобы она помогла в любви, в семье, а также оказала помощь в привлечении здоровья и удачи. И первый обряд, который мы рекомендуем провести сегодня, 15 июля, в день Берегини, для семейного благополучия. Вам нужно взять столько ягод вишни, сколько членов семьи, и сварить из них компот, приговаривая следующие слова. Ягодки в напитке перемещались, так и наши отношения любовными, чтобы всегда сохранялись. Сахару добавлю, от всех невзгод семью свою избавлю. Да будет так. Важно, чтобы все выпили этот заговоренный компот из одной чашки. Далее вы можете 15 июля провести ритуал от одиночества. Хорошо, когда береза растет прямо у вас во дворе, но если такой нет, то нужно пойти в березовую рощу и найти белоствольное дерево, низко ему поклониться, затем отыскать две упавшие ветки, взять их и молча уйти домой, где их перевязать атласной или шелковой ниточкой красного цвета. При этом скажите следующие слова. Белая березка красной нитью перевязана, так и мой суженый скоро покажется, и ко мне навсегда привяжется, да будет так. И эти веточки нужно спрятать под кровать, но только так, чтобы их никто не нашел. И именно в этот день, в день Берегини, 15 июля, вы можете провести ритуал на хлебное изобилие. В этот день заговаривают поля на хлебное изобилие. Для этого 3 женщины берут по новому льняному полотенцу и идут в поле. Левой рукой делают взмах рушником и читают определенные слова. Читают по возрасту. Вначале старшая женщина, затем средняя, а потом только младшая. А слова следующие. «Земля, земляница, ты нынче именинница. Мы втроем тебя величать пришли. Новые рушники принесли. Дай, Берегиня, чтобы землица была не пустая, чтобы ржица была густая. Да будет так».